Сегодня я хочу вам рассказать о чем-то поистине прекрасном. О том, что однажды вошло в мою жизнь, захватило меня целиком и с тех пор не отпускает. Да, это не просто мимолетное увлечение или страсть. Это нечто большее. Словно часть меня. Мой внутренний огонь, который горит ярко и согревает в любой момент. То, что наполняет мою душу свободой, адреналином и вдохновением. Приготовьтесь, ведь сейчас я вам расскажу про кайт-сафари. Даже не так. Сегодня я хочу показать вам место, которое поразило меня своей красотой и атмосферой. Это Лос-Рокос. Архипелаг в Карибском море, настоящий рай на земле. Здесь я побывал на самом красивом кайт-сафари, которое я когда-либо встречал. Это путешествие организовала моя давняя подруга. И в этом выпуске я не только покажу вам невероятные пейзажи и условия катания, но и подробно расскажу, как устроено самое классное и красивое кайт-сафари. От быта на острове до всех мелочей организации, которые делают такое путешествие незабываемым. Ну и разумеется, я покажу вам, каково это кататься на кайте среди кристально чистой воды и бескрайних лагун глазами райдера от первого лица. В этом выпуске мы побродим по местным окрестностям, попробуем свежайших лобстеров и снова постараемся впитать этот невероятный и сумасшедший латиноамериканский вайб. А еще на этот раз мы посчитаем, сколько стоит такое приключение, чтобы вы смогли сами для себя понять, насколько оно для вас доступно. Ну что, друзья, погружаемся в атмосферу? Венесуэла, архипелаг Лос-Рокос. Мы начинаем. Свой рассказ я начну с географии. Лос-Рокос – это архипелаг в Карибском море. На всякий случай, Карибское море находится вот здесь. Конкретно я до острова добирался на самолете из Москвы до Стамбула, дальше из Стамбула в Каракас, и там уже на эпичном чертолете мы пульнули в сторону архипелага. Прием в аэропорту был хоть и теплым, но не совсем понятным. Так уж случилось, что Венесуэла – это испаноговорящая страна. К моему сожалению, я не могу похвастаться тем же. Поэтому при регистрации на рейс до острова нарисовались некоторые лингвистические качели. Благо, современные технологии пришли на помощь. Доброе утро. Лос-Рокос, по-моему. Ничего не понял. Короче, билет стоит 50 баксов, а перевес на 10 килограмм стоит $200. Торговались на 120. Знаешь, сначала надо напугать, сказать, это стоит дорого, а потом такой вроде 120 уже кажется недорого. В общем, после местных крохоборских обрядов я отправился изучать их здоровенный и совершенно пустой аэропорт. Авиация у горожан не пользуется популярностью. Оно-то и не мудрено. Косты на авиабилеты для большинства жителей неподъемны. Стоимость билета хоть и кажется на первый взгляд адекватной, но по местным меркам может составлять месячный семейный доход. Мы за 20 минут все прошли. Смотрите, один в аэропорту. Вот, Сереж, покажи. Вообще 2 человека. И ждать еще 1,5 часа до взлета. Смотрите, какой замечательный аэропорт города Каракас. А так, в принципе, что, чисто здесь. Даже магазинчики есть. В общем, обычный аэропорт, и напоминает он мне аэропорт Минска. Почему-то, я не знаю. Ну вот, кто был в Минске, посмотрите. Похож, нет? После долгого ожидания за нами приехал автобус с многозначительной надписью «Я, сердечко, Лос-Рокос». Эта надпись, кстати говоря, у них введена в абсолют, так как я ее видел, но абсолютно везде, в том числе и на самолете. Кстати, о нем. Лайнер был под стать пассажиропотоку. И что особенно приятно, твой багаж летит вместе с тобой в салоне. Смотрите, какой классный аппарат. Мечтаю на таком летать за штурвалом. Так, ну что, летит нас человек, наверное, 10. Так, места занимаем согласно купленным билетам. Но на билетах у нас мест нету, поэтому забираем. Вот, смотрите, это мой чемоданчик. Почему такая дорогая была доставка чемодана? Потому что 2 места занимает. Чемодан летит бизнес-классом. Так, ну а что, реально мы за 3 минуты вышли и вылетаем вовремя. Сколько у нас время сейчас? Докладываю. На 4 минуты мы опаздываем. В общем-то, у нас уже моторы запущены, и мы уже практически все, покатились по взлетке. Вот знаете,
Казалось бы, полет как полет. И даже не сказать, что самый комфортный. Но именно в нем чувствовался какой-то дух приключений, какая-то особенная атмосфера. Будто мы не просто перемещаемся из точки А в точку Б, а отправляемся в неизведанное. Короче, этот полет был не просто дорогой, а частью истории, прологом к чему-то классному. А вот к чему именно, давайте посмотрим. Раз уж у нас получается travel выпуск, насыплю вам несколько прикольных фактов про это местечко. Во-первых, у локации пиратское прошлое. 300 лет назад здесь обосновались контрабандисты, пираты и их портовые спутницы. Кстати, возможно, местные аборигены их прямые потомки. Во-вторых, тут совсем недавно появился интернет, и местные жители теперь круглосуточно залипают в ТикТоке. В общем, жизнь на архипелаге остановилась, и ребята сидят всем поселком и свайпают. Ну и в-третьих, здесь одна из самых красивейших в мире локаций, куда могут приземляться достаточно крупные воздушные суда. Здравствуйте. Ребята, мы на Лос-Рокос. Прям, не знаю, вот ощущения такие, что что-то родное. Ну пойдем, Ксюша нас сейчас встречает, и дальше решим, что куда. На выходе из аэропорта стоит старый добрый денежный пылесос для туристов. Вам тут, конечно, рады, но туристический сбор в размере 60 баксов нужно будет оплатить. Сумма, в общем-то, небольшая, но имейте в виду, что тут принимают только наличные доллары. Непонятно, что это такое. Вот при входе нужно купить вот такой билетик. Наверное, какие-то сборы, а может просто разводят нас туристов. Ребята, знакомьтесь, Ксюша, великолепный организатор. Она нас, кстати, сюда пригласила. Отличный тренер, и просто красавица. Ксюша, что будем делать? Какой у нас план? Я так понимаю, мы сейчас вот прилетели, сразу же на снарягу, да, и море. Сразу кататься. И вот туда. Ну а сейчас я иду обозревать свое жилище. На самом деле весь кемп живет в одной посаде. Посада – это небольшая семейная гостиница или гестхаус, обычно с простой обстановкой и домашней атмосферой. В таких местах часто предлагают местную кухню и более уединенный аутентичный опыт отдыха. По сути, это здоровенный дом с номерами и закрытым патио, где все складывают свою экипу и личные вещи, тусуются вечерами на своем патио, да и в целом это чем-то напоминает мне отрядное место в детском лагере. А так, это недорогой и очень удобный вариант для тех, кто хочет почувствовать атмосферу местной жизни. Давайте, как у нас тут положено, проведу вам рум-тур по своей опочивальне. О, здрасте. Так, а что, разуваться здесь надо? Так, обзор номера. Вот она. Кухня есть. Что у нас здесь еще есть? Санузел, душевая. Посмотрю, что здесь. Ух ты! Охренеть. Так, ну что, мне нравится. Здесь лофт. Вот, пожалуйста. Красотища. Комфортно, уютно, как в подводной лодке, правда. Ну а зачем нам ползком-то? Куда смотреть? С утра проснулись и на каталочку. Короче, неплохо, я считаю. Главное, есть кондиционер, есть душ. Все остальное нас не интересует. По старой доброй традиции я не взял с собой свою экипу, поэтому мне нужно было ее нарулить на месте. Благо на острове есть внушительный прокат и наша очаровательная организатор Ксюша, которая помогла мне с подбором спорт-инвентаря. На самом деле туризм – это единственное, на чем выезжают местные жители, поэтому и уровень, и качество сервиса на высоте. Ценники, конечно, соответствующие. Так, значит, утренний распорядок такой. Приехали сюда, сейчас двигаем за снарягой. Я с собой ничего не брал, потому что мне лень. Сейчас здесь возьмем все в аренду. Я думаю, этого будет достаточно. И едем куда-то на лодке, на острова. Говорят, что будет красиво. Говорят, что будет классно. Сейчас мы это проверим. Берем тебе наш гайд, берем тебе доску 140, наверное, посмотрим, есть. И трапецию. Пока я все примеряю, расскажу вам про локальные прайсы. Так как это остров и доставка сюда стоит недешево, абсолютно на все товары потребления, в том числе на аренду, цена X3. Поэтому если вдруг соберетесь, имейте в виду, лучше ехать со своей экипой, будет выгоднее. А я не буду вас больше томить своими сборами, поэтому приступаем к кайтсерфингу. Ну что,
С бытовой и административной частью мы разобрались. Наконец приступаем к самому интересному, а именно каталке. На самом деле мы здесь провели целую неделю, но для того, чтобы видос получился бодрым, я для вас собрал репрезентативный день кайтсерфера на сафари. Прямо от самого утра и до самого вечера. Постараюсь не душнить, но по хайлайтам пробегусь. Поехали! Утро кайтсерфера, как и любого другого спортсмена, начинается с завтрака. На обеденном адском пекле как-то не очень хочется кататься, поэтому рано утром в 6 утра все потихоньку выползают из своих нор, хватают свою экипу и грузятся в лодки. Утром рано, в 6 утра подъем, как обычно, и едем сейчас на какой-то остров. Не знаю, на какой остров нас привезут. Страшно. Мишане, он прям воодушевление вот этого процесса. Ты же не катал на кайте? Не, кстати, не катал. Ну, чтобы там акул не было. Остальное нормально. В общем, будет сейчас весело. Весь наш табор помещался ровно в 2 судна, а поездка на лодке – это отдельный вид и удовольствия, и страданий. Если до спота плыть минут 15, то дорога ощущается бодро и весело, но бывает и такое, что до спота приходится плыть минут 40. Лодка подпрыгивает по волнам, позвоночник чувствует каждый удар. В такие мгновения ты мечтаешь, когда бы сойти на берег. Вот, товарищи, друзья мои, посмотрите, какая здесь красотища, а. Говорят, что это самый классный и самый красивый остров. Мальдивы очень похожи. Смотрите, ветер вот будет перекрывать, поэтому здесь будет полный флэт. Ну, те, кто в курсе, знает, о чем я говорю. По флетику кататься гораздо приятнее. Слушай, вообще кайф. Нас сопровождают специально обученные люди, которые из дикого спота очень бодро организовывают вполне себе уютное место для отдыха. Натягивают шатер, расставляют стулья и предлагают холодные арбузы с напитками. Пока они раскладываются, мы начинаем качать свои кайты и готовиться к каталке. Вроде бы простое, но столь классное отработанное мероприятие. Теперь давайте расскажу вам, как здесь устроены споты и почему они являются одними из лучших в мире. По своей сути, мы располагаемся на мелких островах, которые природа сама как-то намыла. Из-за того, что мы далеко от материков, ветер здесь дует без завихрений и плотно. Но так как снизу расположены вот эти вот кусты, то первые пару метров над землей находятся в полном штиле. Соответственно, там наверху дует ровный ветер, который замечательно тянет кайт. А ты по зеркальной воде наслаждаешься покатушкой. И тебе не дует в лицо ветер с песком, как это обычно бывает. В общем, каталка получается очень кайфовая. Порадую вас симпатичной картинкой. Посмотрите, как мы там раскатывали эту ровную водичку. Ближе к обеду, когда наступают самые злые часы солнца, а тебе уже хочется что-то перекусить, можно это сделать на месте. Обычно нам организовывают ланчбоксы, но также можно сгонять к рыбакам в местное заведение с лаконичным названием Camino a Playa Norte. Это почти мишеленовский ресторан, где, по слухам, подают самых красивых лобстеров. Но уж мимо такого обеда мы пройти не смогли. И безапелляционно пошли заказывать себе самого здоровенного лобстера из тех, которых у них был. Слушай, а на самом деле пожрать-то больше нечего здесь. Смотрите, вот нам принесли воду, одна бутылка пиваса вот здесь вот есть, и все, и нихера. Ладно, все, давай, брат, забирай. А сколько стоит еще раз? $30. 3000 рублей. Ой, он живой. Ага. 2800. Ой, ну
Так, ну что там? Привет, Гринпису или как это, защитники? Он ему глаз раздавил. В телеграм отправил. Это нельзя вставлять. Можно видеть, да? Мне кажется, такие же Вообще звуки не издавал, гуманно. и все глаз раздавили. Это реально Живодеры ТВ. бэггер. Назовем его пиратик. Потому что он без глаз раздал. Себе даже приборчик есть. Пиратик, вот такой вот пиратик. О, слушай, ну прикольно на самом деле. Пришли, нас накормили, очень вкусно было. Назад ушел. Плохо очень свой глаз. Навеки теперь останется. Quiero verla. Tengo la fe, me llama. Escucho a Dios, él me habla. Yo pido de él, no me mata. Расскажу немного про инфраструктуру самого курорта. Как я уже и говорил, Лос-Рокос – это архипелаг, состоящий из здоровенного комплекса островов. На многих из них так или иначе расположены какие-то локации. Где-то, как в случае с лобстерами, расположен кустарный ресторан, где-то гостиница и аэропорт. В другом конце архипелага вообще можно обнаружить маяк, а в противоположной стороне оказывается ферма по выращиванию черепашек. И это не включая мелкие острова, споты, где зависают кайтсерферы из всей округи. Как правило, по архипелагу люди перемещаются на лодках, но мы замутили самую бодрую из местных движух, а именно слив по архипелагу на кайте. Tú siempre me cuidas a mí. Ya nada si no estás aquí. Confío el amor para vivir. Tú siempre aquí, siempre. Tú siempre me cuidas a mí. Ya nada si no estás aquí. Confío el amor para vivir. Tú siempre aquí, siempre. К этому мероприятию готовятся заранее, и еще на берегу проводят инструктаж по маршруту движения. Короче, вот на этом ключевом моменте я раскрыл для себя кайтсерф с другой стороны. Если раньше по катушке у берега были больше тренировки всяких кайт-лупов, прыжков и разворотов, то слив даунвинд я могу сравнить с полетом на параплане. Именно здесь ты по-настоящему чувствуешь поток и какую-то свободу, граничащую с медитацией. В такие моменты кайт превращается из спортивного снаряда в средство путешествия. Ветер сам задает маршрут, а ты просто подхватываешь его ритм. В этом и кроется кайф слива по ветру. Это не про гонку и не про соревнования, а про процесс, где важен сам путь. Так, ну что, ребят, все, миссия выполнена. Это прям, я всем рекомендую. В общем, проехали несколько километров. В какой-то момент было немножечко очково, признаюсь вам честно, потому что под тобой непонятно что, какие там рыбы, темная вода. Ну, в общем, все справились, все молодцы. На следующий день мы переехали на другой спот. Ключевая особенность этих мест заключается в том, что ты эти споты можешь менять как перчатки. И в целом этих спотов за неделю мы объездили много. И везде классная водичка и ровный ветер. Ничего нового конкретно в самой каталке вы сейчас не увидите. Все те же идеальные виды и идеальные погодные условия. Мы со спокойной душой откатали весь день, вечерело, и мы собрались на базу в свою посаду. Друзья, это просто какой-то рай. Я вот вообще в таких местах никогда не был. Практически Мальдивы. Посмотрите, какая ровная водичка. И при этом дует классный ветер, можно кататься. Любители кайта знают, о чем я говорю. Сегодня уже день закончен. Путь домой хоть был и не близким, но все равно в воздухе витала какая-то душевность и спокойствие. Надо сказать, что с приходом вечера городок оживает, и народ развлекает себя так, как может. Жизнь на острове кипит, и каждый находит себе занятия по душе. Где-то устраивают карнавал и вечеринки до утра, где-то собираются компании на спортивные или просто активные развлечения, от волейбола до какой-то игры, напоминающей керлинг. И все это создает ощущение, что остров живет и людям тут хорошо. Венесуэльский магазин. Заходим. Все есть, все есть. Изобилие. Смотрите. Вон детишки бегают. Оля. Вот говорят, что вот эти вот очень вкусные конфетки. Посмотрите. Тобой? Нам заказали вот такой Торонто. Так. Давай посчитаем. Я надеюсь, они не стоят по доллару за штучку. 97 баксов. Все, отдаем американские деньги. Местных здесь денег нет. Короче, при встрече с местным вы должны сразу донести, что вы не гринго. Гринго — это американец, и они здесь не в почете. Ты русо. Руссо. Ah, ruso. Русо. Que bom.
Видите, все, сразу же в авторитете. Так, ну что, все, мы затарились винишком, такими вкусными конфетками. Идем на ужин. А вообще, посмотрите здесь, какой антураж, как здесь клево. Ребята, блин, вот прям, это, наверное, то место, в котором хочется остаться. Спокойно все. Вот форма одежды здесь вот такая вот. Вот я в труселях хожу, видите, босиком. Очень удобно. Ну и вот насчет безопасности в Венесуэле. Ну, все спокойно. Народ приветливый, все нам здесь рады. Особенно, когда ты говоришь, что руссо. Прям сразу респект. Ну и вообще в целом атмосфера очень дружелюбная. Ну что, давайте подытожим. В этом выпуске не было никакого-то экстрим-челленджа или серьезной миссии. Я просто давно слышал про это место и наконец-то сюда попал. И знаете что? Я ни капли не пожалел. Этот выпуск я бы назвал скорее просветительским. Мне очень хотелось показать вам всю эту безумную красоту и загадочность этого затерянного райского уголка, который находится где-то далеко-далеко от нашей привычной суровой реальности. Да, здесь есть свои особенности, но несмотря на это, место просто потрясающее, и я точно сюда вернусь. Мы обязательно постараемся организовать тут прыжки с парашютом. А вы, если хотите составить мне компанию, следите за новостями в моей телеге. Туда я обычно выкладываю то, что не могу показывать тут. Там же, как я вам уже и обещал, выложу стоимость, во что обошелся этот кемп. Поэтому приглашаю вас в свой телеграм-канал, а вам спасибо за просмотр и увидимся. Небольшое объявление. Ребят, знаю, что многие из вас хотят видеть наши видосики чаще, и у нас в этом плане с вами мнение совпадает. Но, к сожалению, у нас не хватает рук, и мы сейчас находимся в поисках монтажера и в поисках режиссера монтажа. Поэтому, если у вас есть такие навыки, если вам это интересно, если вы умеете монтировать вот так, как мы это делаем сейчас, пишите, ссылочку я оставлю, может быть, вместе поработаем.